Доброго времени суток. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, со всеми новогодними праздниками. Пожелать, естественно, всего самого наилучшего. Пусть исполнится ваше самое заветное желание. Ну и всего-всего, что сами пожелаете, пусть это будет от меня. И давайте сегодня посмотрим две интересных партии, которые игрались в интернете. Одна будет на самозажим, а вторая будет на жертву. Жертву, наверное, даже я бы назвал жертву мазурка. Похоже на жертву мазурка. Итак, давайте смотреть. Вот такая позиция была. cd6 было в партии. Жеребьевка. Играют на жертву. Ну, я вот не знаю, насколько логично вот здесь это FG3, конечно, уходить в этой позиции. Потому что связка, как показывает практика, навряд ли все равно сохраняется. Но вот белые все-таки пытаются ее сохранить. Ну, давайте будем ходить. Ну, то есть dc5, bc3, ed6. То есть захотел я поменять, я играл черными. Захотел поменять при случае, но игра пошла другим чуть-чуть маневром, я бы сказал. И вот, если бы cb4, то я бы здесь, конечно, поменял. Играли бы вот эту интересную позицию. Тут интересно, видите, группировка у белых. Тут у черных, но играли бы вот эту позицию. А вот gh2, то есть неэкономичная, видно сразу, неэкономичная связка. И попытался тут как-то обострить fe. Ну, вот cb2 было в партии. И вот здесь вот, скорее всего, был лучший ход, наверное, ed2. Смотрите, какой вариант. Почему ed2, я сейчас объясню. То есть я покажу сначала вариант, а потом объясню. Может, кому-то понадобится в практической игре. Ну вот надо, естественно, надо как-то разгружаться. cb. И вот такая связка. Но связка, видите, ни к чему не приводит, покуда вот такая. Потому что вот есть вот эти вот варианты. Сбываем сюда основные варианты у черных. И, допустим, вот ходим по этому сценарию. Ну, можно где-то меняться сразу. Но вот, допустим, пробуем сохранить эту связку. Естественно, хожу, дабы поменяться. Ну и вот такие вот получается позиция. Так вот, я показал одну из ничьих. Ну, надо вот и такая ничья. Может, что-то какие-то другие варианты есть. Ну, я вот основной показал, поэтому... А вот на cd2, давайте посмотрим на cd2, если проводить вот эту идею. fe будет. Чтобы вы понимали, что вот этого хода нельзя делать. То есть, вот эта вот комбинация стоит. А вот если проводить вот эту вот идею, кажется, что cd2 должно быть лучше. Но наоборот. Получается, вот b5, если ходить, то dc7. И вот эта вот идея стоит постоянно. gf4. То есть не проходит, потому что стоит идея gf4. Вот такая вот мысль. Дальше, может, я вам еще один момент покажу. hg3, ну вот, наверное, почему-то мне кажется, что вот этот ход, если он проходит, то будет все нормально. Ну вот, нет, я, конечно, посмотрел стоклеточный момент. Давайте, наверное, назад чуть-чуть. Не hg3, так. Да, hg3 тогда не проходит. Видите, я стоклеточный момент посмотрел. Ну вот, давайте так остро сыграем. Допустим, так. Итак, сводим к этой позиции. И вот здесь-то нападать как раз, да, вот нападать нельзя, потому что сюда, ну вот у меня какие-то мысли были здесь. А если, смотрите, так, так, это я уже не то опять начал вам показывать. Так, hg3. Давайте сюда. И вот здесь уже с ходами, ну, у белых проблемы. Единственное, что, ну, понятно, если вот эти вот начинать варианты играть, то нехорошо будет. Поэтому надо здесь, в этой позиции, ходить de5.
Ну, вот здесь вот можно провести вот эту комбинацию. Ну, наверное, тут она ни к чему не ведет. То есть, вот, да, скорее всего, ничейная комбинация. Отдать, ничья. Ничейная комбинация здесь. Вот такие вот моменты есть при cd2. То есть, пошли в партии cb2. Но вот здесь вот интересная позиция. Я вам почему и показываю всю партию. Потому что вот есть изюминка, которая была в партии. ef2. Ну и здесь, я надеюсь, вы уже поняли, какой я ход сделал и выиграл. cb. И на c5. Ну вот видите, и нечего делать. Видите, такая симпатичная жертва. Вот она, жертва красивая. Вот за этой жертвой я вам показал. Ну было так, так. Дальше я выиграл, дальше неинтересно. Так, один момент давайте я вам покажу. Если cb4 сказывается вот это вот, можно детям тоже показывать, сказывается вот это вот связь переразвития в этой связке. То есть тогда b5. И вот видите, явное переразвитие, то есть на любой ход здесь получается ab4, дабы вот эту зафиксировать, вот эту группировку шашек. Вот это первая партия. И давайте вторую партию посмотрим. Я, в принципе, планировал, когда играл первую партию, во второй я планировал, что что-то, наверное, будет вот это. И давайте я за белых играю. Я, кстати, партию проиграл за белых, сразу скажу, мой соперник выиграл. Молодец мой соперник. Я тут бестолково, конечно, сыграл. За белых, вот видите, такая и жертва, видите, получилась. Ну, наверное, жертва мазурка все-таки. Кто-то меня может исправить, кто из русских шашистов. Жертва мазурка. Конечно, если бы стоклетки были, то или бразильская версия, то отдали бы и сюда. Но это если бразильская версия, было понятно, что бьем сюда, и тут, конечно, позиция очень плохая. То есть, видите, перегрылся огромный, то есть надо ед4 как-то с нападением. Ну, играли бы сюда и так далее. Вот такую вот позицию бы играли. Было в партии h7, вот какие-то у меня еще мысли интересные были, но они не проходили. Если бы где-то в другом месте шашка стояла, то было бы ef4. Вот такая вот комбинация, но вот как вы видите, она совсем плохая, то есть идея не проходит. gf6, fg. Вот здесь я еще проиграл. Понятно, что можно было напасть просто. Вот приблизительно вот эти вот варианты. И выиграно. То есть здесь я еще что-то начал играть. Но тут играли. По мало времени очень играли. Я тут еще проиграл. То есть я уже думал, наверное, по-любому выиграю. Почему? Потому где-то отдача идет. Но где-то тут бестолковая сыграл. Ну вот начались эти ходы. Непонятные. Тут cd2 и так далее. Ну, молодец мой соперник. И он выиграл черными. Вот такие вот две, думаю, интересных было партии. И до новых встреч!